Этот ритуал я назвала «Маг на перекрестке», чтобы сразу было понятно то есть что именно будет происходить, какие действия в этом ритуале. Друзья мои, вот бывают такие моменты, что вот ни в какую деньги не идут к вам. Я вас учила, как читать на муравейник. Это очень древняя практика, проверенная. И у каждого мастера есть свои варианты этой работы. Э, Но поскольку сейчас уже зима, естественно, понятное дело, что ну, муравейник и прочие ритуалы в лесу уже на деньги не очень актуальны, потому как природа уже другая, да, в данный момент. Но на эти случаи есть совершенно другие работы, которые очень многие проводят. Кстати, вот на днях я очень постараюсь все-таки прямой эфир провести, потому как голосовые накопились. И еще хочу вам сказать, отправляйте ой, извиняюсь, алтари, да, к концу года. Отправьте алтари свои интересные, красивые Яне, потому что у нас выйдут книги. Мы одну часть уже, естественно, мы отдали в печать, но после Нового года еще планируем книги. И после Нового года вот в этих книгах хотелось бы ваши алтари запечатлеть, если вы хотите, конечно. Поэтому отправьте новые алтари. Все те, которые отправлены в тех книгах, уже есть. Мне кажется, что вам приятно будет видеть свои алтари в книгах, правда? Это раз. Значит, следующие голосовые насчет результатов можете отправлять, потому что я сделаю несколько серий прямого эфира. То есть это не мешает никак. Может, то есть будет много голосовых, будет еще один эфир. Это не страшно. Так что спокойно отправляйте. Так вот, в наши погодные условия, что можно сделать на то, чтобы приумножились клиенты, если вы торгуете, например. Ну, в основном это касается людей, которые на себя работают. Но, кроме прочего, могут вам выписать премии, могут вам дать дополнительные заработки. Если кто-то занимается репетиторством, может быть, как бы новые, да, заказы и прочее. Хочу вам сказать, что если вы проводите, например, у вас дома работает там муж, сын, дочь, не обязательно, чтобы именно вас касалось, вот вашей работы. Вы можете провести, и эти, скажем так, блага придут в вашу семью через вашего мужа, сына. Так что проводите ритуалы. Вы когда спрашиваете, а вот можно на них не надо проводить, но для себя проведете, даже если вы сидите дома, деньги придут в семью, потому что вы тоже используете, тратите эти деньги. Естественно, они придут через них к вам. Итак, вам нужно купить серый мак, естественно, кондитерский. Рассыпьте, то есть посыпьте, извиняюсь, мак сначала в карман, оттуда будете рассыпать на перекресток. Перекресток такой, где ходят люди. Перепишите или там в телефоне сохраните этот заговор. Будете, значит, рассыпать, 6 раз прочитайте и уйдете с перекрестка без оглядки. Можете делать вечером, можете делать в то время, когда людей мало, когда людей практически нету. Но если вы знаете, что по этому перекрестку много людей будут идти, на следующий день, например, да. У меня, когда я жила в Москве, именно в городе, там был такой перекресток, где я работала. Для своих работ и вообще там был такой перекресток именно пешеходный. И вот все время там проходили люди. И если мне нужно было, я это делала для себя. Знаете, мне иногда задают очень забавные вопросы, конечно. Перекресток, где там машины ездят или как. Ну вот как вы представляете, вот где машины ездят, вы стоите, посыпаете мак и читаете. Немного логику включите иногда, когда вот спрашиваете, задаете вопросы. Наверное, ну, вам самим не смешно вот от этих вопросов вообще. Так, на перекресток. С кармана важно. Именно с кармана высыпать этот мак. Но если там что-то останется, это не страшно. Значит, высыпайте туда и читайте. Вот вы сыпите и читайте. Можете 6 раз там кидать мак и читать. Можете просто высыпать, 6 раз прочитать. Это не столь важно.
Потом повернитесь и уходите без оглядки. И вы заметите, как на следующий день, если вы занимаетесь продажами, у вас будет много клиентов, да и вообще приумножится. На МАК читали издревле, просто есть различные работы, есть просто так средненькие, есть сильные работы на МАК и прочее. Вот вообще на Перекресток все, что делается, это очень сильно, потому что Перекресток считается порталом. Почему на Перекресток оставляют там? Отдают именно сразу же, отдают силам, понимаете, откупы. На Перекрестке шептать, это значит порталы. Вот это такие дороги, порталы, которые открыты с потусторонним миром, связь. Это вот как вам объяснить, как телефон берете и звоните в Лондон. Да? Если вы будете с окна орать, в Лондоне вас не услышат. А если вы по телефону будете разговаривать, позвоните туда, то вас сразу услышат. Вот то же самое перекрестки, деревья возле реки. Это порталы. Это те места, где идут люди, начитывают, оставляют что-то, и их сразу же слышат. Вот если так грубо объяснить. Просто иногда спрашивают, а почему вот так вот? Древние люди, может, даже и не понимали, что такое порталы, не очень осознавали, хотя, может, и знали больше, чем мы, просто называли по-другому. Называли их между Нави и Явью, да, ну и в разных культурах славянской Навь, Явь, скажем так, значит, в других культурах по-другому. Но на нашем языке более современным, понятным, это портал. Тут же вас услышали и помогли. Итак, маг рассыпаю, деньги к себе призываю. Как маг не сосчитать, так и денег моих не сосчитать. Сколько ног по перекрестку пройдет, столько денег в мой дом войдет. Маку здесь лежать, а мне бедности не знать. В богатстве жить и поживать, на том и заклинаю. Истинно. Маг рассыпаю, деньги к себе призываю. Как маг не сосчитать, так и денег моих не сосчитать. Сколько ног по перекрестку пройдет, столько денег в мой дом войдет. Маку здесь лежать, а мне бедности не знать. В богатстве жить и поживать, на том и заклинаю, истинно. Маг рассыпаю, деньги к себе призываю. Как маг не сосчитать, так и денег моих не сосчитать. Сколько ног по перекрестку пройдет, столько денег в мой дом войдет. Маку здесь лежать, а мне бедности не знать. В богатстве жить и поживать, на том и заклинаю, истинно. Читать 6 раз, я здесь 3 раза прочитала. Рассыпаем маг. И потом отвернитесь и уйдите. И увидите в скором времени результат. Понимаете, магия – это один догмат, связывает с другим. Там будут проходить люди? Будут. Сколько пройдет, столько денег к вам и придет. И так далее. Несложные работы, доступные, понятные. Я думаю, что если желаете менять свою жизнь, вы их проведете. Всем удачи!